поворота оверштаг есть много разных версий, начиная от самых простых для бигинеров, когда мы переносим парус через корму за веревку, заканчивая поворотом оверштаг в прыжке, быстрым переходом на маленьких вейв-досках, которые не иначе как на скорости тонут. В повороте оверштаг можно выделить несколько очень важных тонких моментов. Вообще это поворот, который можно совершенствовать всю жизнь. Лучше он становится когда мы убираем лишние движения и добавляем скорости. То есть первое, не делать лишних движений, например, не делать лишнее количество шагов. Это, наверное, самая распространенная ошибка во время перехода, когда делается много шагов. Сокращаем количество шагов до минимума. То же самое можно делать и при перехвате. Можно делать перехват вот такой вот, а можно делать перехват крест-накрест, а можно сделать вот такой перехват в одно движение. А второй момент, который я выделил в оверштаге, это скорость. У доски должна быть скорость поступательная, и доска во время поворота не должна останавливаться. Если вы делаете такое медленное приведение, что в середине поворота доска стоит на месте, то она обязательно поедет у вас задом наперед и будет разворачиваться не в ту сторону, которую вам нужно. То есть поворот остановится. Кроме того, чем меньше скорости у доски, тем меньше она устойчивая, и она начинает тонуть, если вы неправильно распределяете вес тела по ней. Еще одна важная деталь, которую мало кто подмечает: чтобы доска оставалась плоско, весь поворот делается с опорой на мачту. Это значит, что на протяжении всего поворота нам нужно держать плечевой пояс собранным, руки локтями опущены вниз, углы в локтевых суставах зафиксированы по 90 градусов. Не нужно делать с прямыми руками поворот, не нужно в повороте находиться вот такой вот стойкой, когда гик прижат. То есть у нас все время дистанция полусогнутых рук и все время низкая стойка. То есть весь поворот делается с небольшим давлением на шарнир. Как только мы снимаемся с трапеции, мы собираем плечевой пояс и уже делая шаги, чтобы встать в нужную стойку, мы уже надавливаем на шарнир. Дальше наклон паруса происходит на корму одновременно с давлением на шарнир. То есть помимо того, что мы ведем парус в сторону кормы, мы еще совершаем руками действия, прижимаем мачту к шарниру, и на протяжении всего поворота у нас это действие не пропадает. Момент, когда доска приводится, момент, когда я делаю перехват, я продолжаю одной из рук давить на шарнир, и в момент, когда я перехожу на другую сторону, я бесперестанно давлю на мачту. То же самое происходит, когда я подаю парус вперед и уваливаю доску. Мы все время акцентируем внимание на давление на шарнир. То есть вот это помогает удерживать доску максимально плоской и не потерять скорость. А дальше запоминаем последовательность действий. Смотрите, очень важна последовательность действий. Не устаю повторять это. Нам нужно сначала выйти из ножных петель, а потом уже сняться с трапеции. Почему так? Потому что если мы сначала снялись с трапеции, то ноги застревают в петлях, корма тонет и поворот не получается. Нужно сразу же встать в стойку, из которой вы будете делать поворот. Прежде чем начать делать поворот доской, прежде чем начинать менять курс, нам нужно сначала подойти в центр доски и поставить переднюю ногу вот так вот. Основная ошибка у бигинеров, которые начинают, они начинают поворачивать доской до того, как встанут в позицию, из которой удобно будет нам переходить на другую сторону. То есть поворот доской легче делать, когда мы стоим на корме. Но если мы будем делать поворот доской, то у нас усложняется сразу переход на другую сторону. То есть нам будет легко привести доску, но сразу после нам будет тяжело перейти на другую сторону, потому что нам нужно будет сделать несколько шагов, чтобы подойти, во-первых, в это место, и доска успеет остановиться. Вы остановились, доска потеряла устойчивость, у вас нету четкого заданного курса, и поэтому поворот не получается. То есть весь принцип поворота: делай поворот, пока доска еще двигается. То есть нам нужно успеть сделать весь поворот до того, как доска потеряет всю свою инерцию.
Если мы будем заранее вставать в такую позицию, из которой удобно разворачивать доску и удобно переходить, то у нас не будет остановки на переходе в середине поворота, и, соответственно, выход из поворота будет получаться чище. Прежде чем делать разворот доской, нам нужно приоткрыть парус, чтобы у нас тяга перестала нас тянуть вперед. Иначе, когда мы будем делать шаги, нас просто парус утащит за собой. Как только парус открылся, мне нужно перенести часть веса на мачту, сделать низкую стойку и переставить обе стопы в удобное для приведения доски положение. Смотрите, заднюю ногу мы ставим перед петлей, переднюю ногу ставлю я перед мачтой. Причем я стопы разворачиваю сразу же носками в сторону кормы. То есть передняя нога ловит мачту как будто вот так крючком. Я чувствую шарнир с вводом стопы. У меня основание голени находится в том же месте, где мачта. Не нужно ногу ставить вот так или вот так. То есть вот так или вот так принципиальная разница. Так неправильно. Смотрите, где стоит вторая нога. Движение задней ногой ближе к краю, вот сюда, позволяет вам в середине поворота проталкивать свою доску под парус дальше. Распространенная ошибка, когда нога остается здесь на корме, близко к центру, и в середине поворота, когда нужно довернуть доску, у нас доска не доворачивается, потому что нога нам мешает протолкнуть корму дальше под парус. Смотрите, одно простое действие нам поможет в середине поворота довернуть доску и не упасть под парус сразу после перехода, потому что когда мы не доворачиваем доску, такое часто происходит. Еще раз хочу показать разницу в позиции задней ноги. Если у меня нога стоит вот здесь, то в середине поворота доска не довернется. Если вы поставите заднюю ногу изначально вот в это положение, то это вам даст возможность довернуть доску сильнее. Смотрите, что делать с руками. Руки тоже смещаются по гику ближе к мачте, но они не берутся в самый узкий хват и не берутся с двух сторон. Как же именно мы ведем парус на корму? Наша задача движение парусом делать одновременно в двух плоскостях. Первое, мы надавливаем на парус сверху вниз и слегка прижимаем мачту к шарниру. Второе, мачту заносим к себе за спину и стараемся держать тягу просто у себя по отношению к корпусу немножко позади, вот здесь. Не смотрим на парус. В момент, когда я делаю поворот, я смотрю туда, куда доворачивается доска. Если мы держимся взглядом за неподвижную точку, то нам всегда четко понятен тайминг, когда нужно переходить на другую сторону. То есть вы безошибочно поймете, что в следующее мгновение нужно делать переход. И не секунды позже. Низкая стойка, давление на шарнир, заводим тягу к себе немножко за спину, локти опущены вниз, вес тела переносим немножко на переднюю ногу, бедра подаем вперед, задняя нога проталкивает корму под парус. Когда у меня парус прошел над линией кормы, когда доска встала вдоль линии ветра, самое время переходить на другую сторону. Очень важно не терять давление на шарнир в этот момент. Второе, смотрите, когда я перехожу на другую сторону, моя задача начать движение парусом до того, как я сделаю движение корпусом. То есть мне нужно сначала поддернуть парус к себе, а потом перейти на другую сторону и уже подать парус к носу сразу после перехода. Важно после перехода оставаться как можно более низкой стойкой, может быть даже еще ниже. И стараться не упускать давление на шарнир. Второе, это взгляд. Смотрите, в начале поворота нужно смотреть на точку ориентир. Сразу после мне нужно развернуть взгляд снова на эту точку. То есть после перехода я первое, что делаю, это переключаю взгляд. Подтягиваем парус немножко к себе и делаем движение ногами. Дальше я помогаю себе второй рукой протолкнуть парус к носу. То есть я движение парусом делаю от задней руки. И одновременно мне нужно сделать доворот на стопах, чтобы у меня позиция тела оказалась над доской по направлению движения доски. Если после того, как вы перейдете на другую сторону, не сделать доворот на стопах, то вам придется делать большее количество шагов. Только я делаю перехват, я тут же отпускаю одну из рук и мачту к себе подтягиваю. И в этот момент я перехожу ногами. Я делаю раз, два. И вот теперь происходит одновременно, смотрите, движение задней рукой паруса к носу. Одновременно происходит
смена взгляда, то есть я смотрю через правое плечо, тут я поворачиваю взгляд через левое плечо, и одновременно происходит доворот на стопах ног. Я этой рукой проталкиваю мачту, сохраняя низкую стойку, происходит доворот стоп, и задней рукой контролирую, чтобы тяга оставалась у меня в парусе с моей стороны. Я делаю доворот доски, делаю шаг назад, пристегиваюсь с трапеция и затем уже встаю в петли.